Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые знатоки. Сегодня, 19 июня, нас ждет продолжение мини-сериала Дмитрия Авдеенко. В первой игре была одержана победа с помощью тройки Михаила Муна. И на вторую игру Дмитрий пригласил тройку Дарьи Любинской, инженер Дмитрий Филиппов, журналисты Андрей Островский и Дарья Любинская. А в главных ролях сегодня журналист Кристина Залиускайте, обладатель «Хрустальной совы» Владимир Антохин и лидер главной тройки, четырехкратный обладатель «Хрустальной совы» Дмитрий Авдеенко. Против двух троек знатоков сегодня играют Вероника Холманских-Упорова, Ирина Гуляева-Химки, Петр Савельев, Новосибирск, Алексей Нестеров, Минск, сектор Блиц, Александр Прокофьев, Троицк, Сергей Штейн, Тверь, Денис Мухамедов, Всеволожск, сектор Суперблиц, Иван Кулыванов, Костерева, Инга Макиева, Ольборг, Галина Земницкая, Витебск, 13-й сектор. Мини-сериал Дмитрия Авдеенко. Игра вторая. Телезрители против знатоков. Как всегда, до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Господин Авдеенко, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, вы за неделю успели отойти от прошлой игры? Вы знаете, на удивление отошел очень быстро, буквально на второй день. Скажите, а играть 2, а то, может, и 3 недели подряд, это для вас тяжелое испытание? Как оказалось, нет. Но тут, пока мы стояли, мы увидели, что это вполне в человеческих силах играть 2-3 игры подряд. Почему? Мне кажется, вам нравится новое кресло. Что вам нравится в новой для вас роли? Я пока еще окончательно для себя не сформулировал, но с удовольствием поделюсь с вами, господин ведущий, как только Дмитрий, это произойдет. может быть, это годы берут свое. С возрастом, знаете, многие стремятся в капитаны. Господин Белозеров, ну я не про вас. Вы, по-моему, Борис, на свет старшим лейтенантом уже появились. Итак, смотрим на стол. Минск или кто там поближе? Или Новосибирск? Новосибирск. Нет, он показывает на стрелку, значит, на разделительную, значит, Минск. Против вас играет врач Алексей Нестеров из Минска. Внимание, лучники! Уважаемые знатоки, эта картина художника Джошуа Рейнольдса «Лучники» написана в XVIII веке. В настоящее время она хранится в галерее Тейт в Лондоне. Для образа лучников художнику позировали два друга-аристократа, которые вскоре после написания картины поссорились. Внимание, вопрос. Из-за чего же? У кого-то больше, у кого-то меньше лук, да? У кого-то не один на первом, кто-то может правильно держит, может кто-то правильно держит луки, а кто-то нет. Рядом добыча лежит какая-то. Может быть, что кто-то подстрелил. Да, там, смотрите, олень. Ну, смотрите, длинный лук и короткий. Они типа для... Кто-то не связано, наследство не Кто-то целится, а кто-то нет. Да, нам сказали, что два аристократа. Может быть, там... Может быть, кому достанется эта картина? Кому из них отдадут саму картину потом? Это хорошо. Может, в настоящее время хранится. А может быть, Где она Да, кого она будет, кто будет хозяином картины? слушайте, а может быть, что название лучники там Иван и Петр, и вот Может, чье где имя будет сказали лучники название? вести себе, Именно картину. чье имя будет Как там было, что впоследствии... Сказали лучники просто и все. Понятно. Впоследствии... Вскоре да. Если чье имя будет первым в названии картины. Да, нам сказали, они позировали, а вроде она вскоре называется поспорили, «Лучники». когда закончилось. Да, Лучники называется картина. да. Господин ведущий, у нас будет отвечать Андрей Островский.
Итак, у вас будет отвечать Андрей Островский. Андрей, прошу вас. Господин ведущий, вы нам сказали, что сейчас картина находится в галерее, а тогда, возможно, она предполагалась, что она будет в частной собственности. Возможно, два аристократа поссорились из-за того, кто из них будет владельцем этой картины. А теперь, внимание, правильный ответ. Скажите, а в зале есть какие-то версии? Нет, ни у кого. Вообще. Все вас боятся просто. Боятся? Вас, конечно. Ну давайте, вы меня не боитесь. Какая у вас версия? У меня как раз нету, я не боюсь об этом сказать. Господин Островский, ну вот в первой части обсуждения, мне кажется, ваши товарищи не обратили внимания, что в вопросе было сказано вскоре после написания картины. Поссорились, обсуждали луки, там кто где будет стоять и прочее. А вы обратили. Как я говорил, и вы на это обратили внимание, что сейчас картина хранится в галерее Тейт. А в XVIII веке два друга аристократа не смогли договориться, у кого из них это полотно будет висеть. Друзья поссорились, потому что не поделили картину. Андрей Островский 1-0. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, господин ведущий. Для тройки Дмитрия Авдеенко эта игра решающая. Как вы оцениваете его выбор? Тройка Дарьи Любинской. Ну, на такие вопросы лучше, конечно, отвечать в послематчевых интервью, потому что если проиграют, то проявил стратегическую ошибку. А если выиграют, конечно, скорее всего выиграют, то проявил стратегическое видение, тонкое чутье, глубину анализа предыдущих игр. Но на самом деле мне выбор господина Авдеенко нравится по двум причинам. Первая, она чисто статистическая, что тройка Даши Любинской, еще подчеркиваю, ни разу не проигрывала, но такие они, фартовые. А второй момент, потому что в этой тройке есть, не скрою, я горячо болею за Андрея Островского. Обычно, знаете, что где когда игра шумная, Андрей обычно ведет себя тихо, а тут по новым правилам в новой экспериментальной серии он себе прямо как-то проявил, агрессивно стал играть. Поэтому, как оцениваю выбор? Блестяще. Почему Андрей Островский блестяще вдвойне. Спасибо, Андрей. Тимонов. А мы продолжаем игру. Второй раунд. Господин Филиппов, а я слышал, что вы очень обрадовались, узнав, что Дмитрий Авдеенко выбрал вашу тройку. Скажите, что же вас порадовало, ну кроме того, что это просто дополнительная игра? Ну, нельзя, мне кажется, так сказать, что кроме того, что дополнительная игра, для нас всегда большое счастье сыграть, тем более сыграть с такими классными партнерами. Ну вот давайте про партнеров. В экспериментальной серии у вас появилось 8 новых партнеров. Что вам дает такой опыт? Это всегда интересно, адаптироваться друг под друга, стараться подстроиться под разные голоса, стили и экспериментировать как раз-таки в рамках экспериментальной серии. Ольборг. Спасибо, Дмитрий. Против вас играет врач Инга Макиева из Ольборга. Господин Антохин, Да, господин ведущий. скажите, хорошо ли вы знакомы с китайскими притчами? К сожалению, нет. Я о той притче, в которой хозяин дома устроил состязание, чтобы определить, кого из двух путников он оставит на ночлег. Не знаете такую? Нет. Тогда, внимание, современная иллюстрация. Это рисунок по мотивам той притчи. Здесь изображен путник, который проиграл. А то, что он нарисовал, мы стерли. Внимание, вопрос. Через 1 минуту вы должны повторить этот рисунок. Досрочный ответ. Кто отвечает? Я буду отвечать. Дмитрий Авдеенко, прошу вас. Господин ведущий, да, это про ваше любимое выражение не пририсовывать змея ноги. Ну, вот скажем Ну, так. поясните. Вы это часто любите повторять, я нашел эту историю.
соревнование заключалось. Один рисовал лучше, и он увидел, что у него есть хороший запас времени. Он решил, что я не просто нарисую змею, но я еще нарисую змею с ногами. А поскольку змея с ногами это не змея, а формально нужно было нарисовать змею, то выиграл тот, кто нарисовал просто змею. Я позже. И позже, да. Ну давайте расскажем. Внимание, правильный ответ. Действительно, мы не раз в клубе цитировали мораль этой притчи. Посмотрите на экран, там, где хорошо змея нарисована. Не рисуй змее ноги, иначе говоря, не делай лишнего. Хозяин попросил путников нарисовать змею, и все, как вы рассказали. А у того было время, и он пририсовал ноги, и в итоге остался ночевать на улице. 2-0 в пользу знатоков. Дмитрий Авдеенко приносит второе очко для своей команды и дополнительную минуту на размышление. Уважаемые телезрители, за последнее время я не раз просил знатоков не рисовать змеи ноги. Владимира Степанова на вопросе о Бородинском поле и Рубо, Леонида Климовича просил, это хоккей, который не летний. И вас, господин Антохин, помните про ладью и викингов тоже. Господин Друзь, а этот вопрос лежал как раз на вашей игре, когда вы играли в ноябре. Вот у вас единственный вопрос остался. Не рисуйте змее ноги, а то можно остаться ночевать на улице, как герои этой притчи. Интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. На прошлой игре вы вызвали 13-й сектор, и он сразу явился. Алексей, и это не впервые. Как вам удается с ним договариваться? Это что, ваш клиент банка? Ну, мы... Слушайте, я даже не знаю, как выдавать все свои секреты. Вы поставили меня в затруднительное положение. Вы не будете раскрывать свои секреты? Пока не тогда, буду. Алексей, тогда я вам скажу. На прошлой игре вы интересовались, насколько активно телезрители пользуются QR-кодом, чтобы узнать ответ в 13-м секторе. Я выяснил, на прошлой игре их было 28 612 человек. А за всю серию, при том, что 13-й сектор не каждый раз выпадал, 138 600 телезрителей. Как вам такие цифры, что скажете? Я открою секрет, что у нас был спор с некоторыми скептиками-знатоками, и они в это не верили. И видите, опять знатоки не отгадали. Не знатоки не отгадали, а знатоки уже отгадали дали два правильных ответа. Третий раунд. Господин Антохин, скажите, а как вы относитесь к числу 13? Скорее положительно. И это правильно, ведь вы стали 13-м знатоком, который провел в клубе 50 игр. Владимир, я вас поздравляю. Эта памятная медаль ваша. Скажите, а какая из 50 игр ваших самая для вас памятная? Самое памятное, за исключением, наверное, первой, конечно же, там, где я впервые выиграл Суперблиц, наверное. То есть 3 года назад? Да, прямо она вот была очень хорошая. Уважаемые телезрители, я вам напомню, что по правилам экспериментальной серии дополнительную минуту на обсуждение знатоки могут использовать как в этой, так и в следующей игре мини-сериала, если она будет. А сейчас Витебск. Против вас играет Галина Земницкая из Витебска. Госпожа Залиускайте, Да, господин пик их популярности пришелся на 50-е годы 20 века, хотя появились они раньше. Их можно было купить, а можно было сделать своими руками, из ткани, специальной бумаги или в технике макраме. В советских журналах того времени публиковались советы по их изготовлению. Подобный предмет сейчас находится у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что там? Что это может быть? Салфетки на Одежда телевизор? какая-то. Макраме это плетут, да? сплетенная. Авоська. Авоська не может быть? Ой, нет, из бумаги. Нет, авоська это все. Нам ведь сказали, что 50-е. 50-е. Что-то появилось тогда. Для чего-то, может, Какие-то модные аксессуары, если женские. какая-то Бигуди, может быть. Макраме? Нет, если макраме, то это что-то с украшением, что-то какое-то украшение. Нельзя сделать из Нет, что?
Нет? Телевизор появился. Нет, если Что-то, самому знаешь, что-то как простое. салфетка на телевизор. Что новое появилось, Вот, и салфетка для на этого. телевизор. Что-то вот, что-то специфичное. Ну, это странно. Нет, ну, там пик, они были раньше, но пик на 50-е годы. На окна клеят эти всегда. Какие-то шапочки, Что-то с музыкой связанное, с танцем. Женщины вот тогда делали. игрушки, может быть, какие-то. Куколки какие-то. Авоська. Ну, Ваське не нравится? Из бумаги. А Моська все советское время была популярна. Итак, кто отвечает? Отвечает Владимир Антохин. Владимир, прошу вас. Давайте рискнем предположить, что за кулисами у вас авоська. Авоська. Да. Из специальной бумаги. Ну, может, ручки там как-то вот делали. Да. Так, ваш ответ понятен, а теперь, внимание, правильный ответ. Господин Галачан, у вас есть какая-то версия на этот вопрос? Господина Филиппова, мне кажется, Вы интересно. уже... Снежинки, Снежинки. вот на стекла. Госпожа Шутова, а у вас? Нет. Нету. Господин Друсь, ну вы 50-е застали. Частично. Нет, господин ведущий. Нет. В то героическое время я был крайне мал. Их можно сплести, создать из специальной бумаги, и чаще всего их делали из ткани. Этот предмет интерьера был символом уюта. У нас за кулисами, посмотрите. Абажур. Абажур. Галина Земницкая из Витебска сокращает разрыв в счете 2-1. И получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что вы можете присылать свои вопросы в 13-й сектор по адресу 13.alfabank.ru. Госпожа Залиускайте, вот Дмитрий Авдеенко и Владимир Антохин раньше много игр провели вместе. Андрей Островский и Дарья Любинская из команды Бориса Белозерова. Вы с Дмитрием Филипповым, как вы говорите, принадлежите Денису Элькису. Кристина, получается, что у вас 2 тройки, а не 3 двойки. Вы так и дружите парами? Нет. Нет? Мы дружим все вместе. В смысле, что мы с тобой не дружим? Скажите, Кристина, а вот говорят, что мы перейдем на игру двойками. Кого бы вы выбрали себе в пару? Дмитрий Авдеенко. Дмитрий Авдеенко, ну вы же принадлежите Денису Элькису, как вам надо... Я к Элькису пойду, если что. Нет, господин Антохин, вы пойдете в другом направлении. Всеволожск. Против вас играет обладатель бриллиантовой совы, академик Академии телезрителей игры «Что, где, когда», специалист по мудреным вопросам Денис Мухамедов, город Всеволожск. Господин Островский, вы впервые сыграете против Дениса. Жду с нетерпением. В 70-х годах прошлого века небольшой метрополитен в Глазго пришлось закрыть на реконструкцию. Для перевозки пассажиров организовали 2 специальных автобусных маршрута под номерами 66 и 99. Ну, вероятно, номера 6 и 9 в городе уже были раньше. Внимание, вопрос. Почему были выбраны именно эти номера? Как они помогали пассажирам? В одну сторону. Куда показывают? Да. Хорошо. Я еще думал, как номер переворачиваешь, шестерка и получается. так? Или наоборот? Или наоборот. Или просто ты Два должен небольшое метро, одна ветка. Один из центра, другой в центр. А Отработали. с севера на юг, например? Ну, вряд ли пароглав уже прямо... Да, запоминать. Кончик Запоминать какие-то детали указывал направление. Нет, смотрите, 6 это south, а 9 это north. на север, на юг. Хорошо. Так, мы сейчас не перемудрим со знанием английского. Ну, а почему бы и нет? 66. Ну просто если одна линия, 66, 99. одна линия, то есть с севера на юг она С должна севера быть. на юг, Север на юг. с юга на север. Они из центра. Зафиксирована Согласен. подсказка. Кто подсказал? Покажите. Господин Друзь? Господин Левин. вообще молчал. Ну, что я могу сделать? Господин Друзь. Сейчас с вами разберемся. Прошу, господин Авдеенко, вы ответьте, а я потом решу, что сделать с Друзем. Отвечает Дарья Любинская. Дарья, прошу вас. Господин ведущий, извините, я немножко разволновалась. Вы не могли бы формулировку повторить вопроса? Почему были выбраны именно эти номера?
Я думаю, что эти два специальных маршрута автобусных двигались с севера на юг и с юга на север. Соответственно, 99 — это 99 как north, он ехал на север, а 66 как south ехал на юг. Так можно было с помощью простой мнемоники запомнить, куда какой автобусный маршрут ехал. Скажите, а нельзя было просто написать S и N, если дело в севере и юге? Ну, возможно, просто было принято называть номерами, а не буквами. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. И перед тем, как я его оглашу, господин Друзь, мы с вами сыграем в такую игру. По правилам, того, кто подсказывает, удаляют из зала. Но если у вас есть правильная версия, вы останетесь. А если вы подсказывали еще неправильную версию, то тогда вам придется покинуть зал и остаться ночевать на улице. Господин ведущий, я, во-первых, не подсказывал. Ну, вы никогда не подсказываете. Конечно. Во-вторых, я не останусь ночевать на улице. А в-третьих, я полагаю, что это примерно такая же история, как в Москве на кольцевой линии, когда в одну сторону считает станции мужчина, а в другую женщина. И так ты понимаешь, в какую сторону ты едешь. То есть там, похоже, кольцевая такая. Оставайтесь, Александр. Оставайтесь. Господин Авдеенко, автобусных маршрутов было всего два, потому что метрополитен в Глазго — это одна кольцевая линия. Маршрут 66 дублировал внутренний круг и ехал против часовой стрелки по аналогии с написанием цифры 6. Согласитесь, для направления как-то цифры, они скорее указывают направление единицы, семерка, почему 6 и 9 направлений. А маршрут 99 дублировал внешний круг и ехал по часовой стрелке. Вот напишите 6 и 9. Да. Вы все поняли? Да, да. У нас... Такие номера помогали пассажирам запомнить направление движения. 2-2. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Денис Мухамедов из Всеволожска. Господин Гиязов, вы немножко воспряли духом? Чуть-чуть. Ну, стало намного интереснее, да. Да? Наблюдать. Мне нравится, когда вам интересно. Господин Галачан, ну, вас смело можно назвать самым невезучим из всех лидеров троек в экспериментальной серии. Дважды вы были просто в одном шаге от победы и дважды проигрывали 5-6. Скажите, Кит, еще и Суперблиц в последний момент выпадал. Кит, скажите, именно это вас больше расстраивает? Или то, что не довелось побыть лидером главной тройки? Ну, наверное, опыт получить лидерство главной тройки, это было бы интересно и скорее, ну, вот от экспериментальной серии хотелось и чего-то такого получить, конечно. Ким, но если что-то будет продолжаться, подавайте заявку и рассмотрим, если вы хотите... А я не знал, что так работает. От Бориса Белозерова уйти в капитаны, обсуждаем. Не говорю, что хочу уйти. Мы экспериментируем, было интересно попробовать. Вот Госпожа Сибуль, а можно сказать, что вы из всех лидеров троек самая везучая? Ну, что как-то все-таки удача вам улыбалась? Ну, 2 игры, да. 2 игры улыбалась? 3 игры? Вы же 3 выиграли. 3 игры улыбалась. 3. Да, Значит, 3, вы же да, еще выиграли с Михаилом Муном вместе игру. Ну, удача отвернулась от нас в последний момент. Я надеюсь, сегодня такого не случится. Ну, не наглейте тоже, знаете. Господин Мун, но для вас еще не все потеряно. Если знатоки сегодня победят, то на финальную игру Дмитрий Авдеенко может выбрать и вашу тройку. Вы переживаете за товарищей? Я переживаю за товарищей просто, потому что и с Димой, и с Володей мы очень близкие друзья. Ну, с Кристиной только познакомились, но тоже хорошая девочка. А Кристина, вам будет теперь из кого выбрать? 5-й раунд. Госпожа Любинская, а насколько вообще важна победа для приглашенной тройки? Вот вы 3-й раз играете приглашенной тройкой. Вот что это за чувство такое? Так же важна, как обычно, господин ведущий. Если разницы садишься нет. играть, то, конечно, хочешь победить. Но ведь как может получиться? Вы хорошо постараетесь, выиграете, а в финал Дмитрий пригласит тройку Михаила Муна. Зачем надрываться-то?
Ну, просто потому что мы любим играть, и, мне кажется, нет смысла не выкладываться здесь на 100%. А дальше уже как господин Авдеенко решит. Вы так вверх руки подняли, господин Авдеенко решит. 13-й сектор. Интернет против знатоков. Уважаемые телезрители, доставайте телефоны. Скоро появится QR-код. Сегодня в 13-й сектор поступило 9954 вопроса, и сейчас компьютер выберет один из них. Против вас будет играть Василий Варуков из Санкт-Петербурга. Внимание, вопрос. Конфуций, стрельба из лука, учит нас, как надо искать истину. Объясните мудрость. Каждый раз все ближе и ближе, то есть сначала... Сначала нужно время, Может быть, стрелка выше, ниже, лево, право. А если ветер надо учитывать, Концентрация. Ты подумал и да. Еще надо успокоиться, например, чтобы сначала... Выдохнуть как-то. Где истина? А может быть, смотри, расслабиться, успокоиться, и тогда придет... Хорошо, Контроль дыхания, зрение, гармония чувств. Не все, во что ты попал, истину, например, Может быть, как-то с ветром, чтобы Учитывать все. Как все это вместе собрать? Учитывать Что обстоятельства. главное в стрельбе из лука? Попасть. Попасть. Подожди, но надо же сначала прицелиться. Но ты сначала приближаешься к ней. Да. Если ты хочешь попасть, ты попадешь. Постепенно, как-то методом проб и Нет, там ошибок. нету приближения. Вот ты, вот цель, вот дистанция. С первого раза... Надо четко выбирать цель. Не останавливаться, если не попал, может быть? Может быть такое? Не обязательно. Там нет речи о продолжительности, в принципе. Она же одна, то есть тут что-то А у тебя одна попытка только. про четкость. Итак, Господин ведущий, мне кажется, что глубже всех проник в эту китайскую мудрость господин Антохин. Владимир, Ну, нам кажется, что надо четко выбирать цель. то есть, да покажите мне текст, я же наизусть не помню. Текст покажите мне. Стрельба из лука учит нас, как надо искать истину. Здесь же нет, чему нас учат. Как надо искать истину. Ну, стрелы ограничены, поэтому вот надо четко выбирать, во что стрелять, да. Вы немножко, мне кажется, не то отвечаете. Давайте немножко посмотрим. не Конфуций. Теперь, внимание, правильный ответ. Промахнувший стрелок не винит других, а ищет вину в самом себе. Мудро. Мудро. 3-2 в пользу телезрителей. И Василий Варуков из Санкт-Петербурга получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Шестой раунд. Господин Островский. Да, господин ведущий. Сложный был вопрос? Мне кажется, да. Такой глубокий, философский, и на такие вопросы всегда непросто искать ответ. Скажите, вот пока у вас был опыт игры только в первых играх мини-сериалов, вы чувствуете сегодня, что во второй посложнее? Да нет, на самом деле. Мне кажется, что тут какое-то немножко искусственное деление на первые и вторые игры. За столом сложно в любом случае. Может быть, в зале, там со стороны как-то по-другому. Андрей, а вот мне кажется, вы человек очень правильный, такой постоянный. Вас не утомляет эта беспорядочная смена партнеров? Мне кажется, нужно находить... Покажите Андрея. Нужно находить радость в том, что происходит здесь и сейчас, поэтому меня не утомляет это. Я получаю удовольствие. Костерева. Против вас играет юрист Иван Кулыванов, город Костерева, Владимирская область. Внимание, черный ящик. В черном ящике находится то, что в одном из своих рассказов Сергей Довлатов сравнил то с мерцающим хоккейным полем, то с дрожащими руинами. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? По-моему, это холодец.
Я Хорошо. на 100% уверен, но что-то было Дрожащие такое. руины. Руины, вот Да, такой, там железки мяса. Ладно, сахарная вата, вот если мерцающая хоккейная Или плоть. сахар просто, Оно вот восковой такое какой-нибудь. вытянутое и Мерцает и дрожит. Дрожит и мерцает. Какое-нибудь радио, не Блики может на быть? холодце. Студень холодец. Да. Радио, что-то такое. А почему дрожащая? какие-то- Я понял, ладно, хорошо. Импульсы вот да. это ездят, что-то. Хоккейное поле, оно как бы лед, например. Да. Если бы не черный ящик, еще можно было бы экран ну телевизора вот да, обсудить. мерцает и дрожит. Вот что-то Хорошо, такое. он еще работал. Лист бумаги у него в печатной машинке, Он например. не мерцает. Фотовспышка мерцает еще, например. И еще руины, не забывайте. Руины, то есть все вот такое. Да, неровное. Дрожащий. Да, оно не ровное, но если хоккейное другое поле при какое-то этом блюдо, ровное. не холодец. Торт какой-то. Давайте Графские что-то не с развалины, блюдами но связанное. есть. Но они Хотя не мы уже не дрожат. успеем. Мерцает, как огоньки какие-то там, свечки. Господин ведущий, отвечает Андрей Островский. Господин Авдеенко, на всякий случай, я понимаю, что у вас лидерский опыт небольшой, вы все время отвечаете хотите отвечать после первой секунды, а она же 50 секунд, а потом минута, а вы все время вперед лезете. А у нас бы так томительная пауза образовалась. Прошу, господин Островский. Господин ведущий, вот насколько мне кажется, я вспомнил цитату из Довлатова, мне кажется, так он написал «Холодец». Холодец. Да. А, Ну, студень это то же самое. Господин Островский, знаете, что интересно? Этот вопрос от Ивана Кулыванова был на вашей игре в зимней серии, когда вы проиграли со счетом 6-3, а вы Тогда так это досадно. блестяще с ним справились. Сергей Довлатов увидел. Откройте черный ящик и угостите Андрея Островского. Заслужили, Андрей. Холодец ваш. 3-3. Уважаемые телезрители, по окончании этой игры лучшему знатоку будет вручен хрустальный атом, традиционный приз от госкорпорации «Росатом». Определит лучшего Андрей Тимонов. Андрей, победа знатоков в этой игре обеспечит всем нам финальную игру мини-сериала. Вы верите в победу, надеетесь на нее или уверены в ней? У вас очень романтичный вопрос. Я так искренне рассчитывал, что после «верите» и «надеетесь» вы что-то про любовь вспомните. Знаете, в Росатоме большой корпус выдающихся мировых ученых. А вообще среди ученых, понятно, распространено следующее суждение, что предугадать результат эксперимента, у нас с вами экспериментальная серия, невозможно. Но в Росатоме работают конкретные ученые, конкретные люди. Там у нас колебания недопустимы, поэтому все говорят, что результат будет в 100% случаях. Либо положительный, либо отрицательный. Поэтому уверен ли в результате, он будет. А верю и надеюсь на победу. Спасибо, Андрей. Мы продолжаем игру. 7-й раунд. Господин Островский, ну вот объясните мне, пожалуйста, вот что такое игра «Что, где, когда»? Вот я вам объясню, что я имею в виду. Вы знаете, что в зимней серии все 4 команды проиграли телезрителям. А во время экспериментальной серии 10 вопросов из зимней серии вы сыграли. И на 9 знатоки дали ответ. Вы представляете себе масштаб бедствия в зимней серии? Причем не ответили только на вопрос про Климта, и то тоже не просто команда за столом не ответила. Как это происходит? Как Волчок вам выбирает то? Вот, кстати, о везении. Мне кажется, сейчас красноречивая иллюстрация к тому, что Волчок, пути его неисповедимы, скажем так. Можете объяснить все-таки? Не могу, это мистика, господин ведущий. Это мистика. Сейчас мистика. Суперблиц. 3 вопроса по 20 секунд размышлений на каждый. Играет один знаток. Господин Авдеенко, кто остается за столом? Продолжает играть Суперблиц Владимир Антохин. Не устает играть Суперблиц Владимир Антохин. Чтобы одержать победу, Владимиру нужно ответить на 3 вопроса подряд. Напомню, что на прошлой игре Владимир Антохин выиграл Суперблиц. Но это было все-таки, Владимир, 12 июня, а сегодня у нас на календаре 19. Посмотрим, как будет 19-го. Внимание, вопрос первый. Владимир, быть может, вы и не знаете, что в переводе с сербского «Сунцебран» – зонт от солнца, а «Кишабран» – зонт от дождя. Тем не менее, Ольга и Владимир Михайловы из Будвы
интересуются, как с сербского языка переводится слово «падобран». Прошу. Ну, что-то защищает от солнца, что-то защищает от дождя, падобран, может, по созвучию от падения, парашют. А теперь, внимание, правильный ответ. Падобран – это зонд, защищающий от падения, парашют. Продолжаем суперблиц. Внимание, вопрос второй. Запишите лучше, Владимир. Бурбонская легавая, Авернская легавая, Арьежский пойнтер. Достаточно. Может быть, вы и не знаете, как называется группа пород этих собак. Но, тем не менее, Сергей Шеменев из Пензы интересуется, как раньше называли тех, кто охотился с подобными собаками. Прошу, Владимир. С собаками охотился. На что можно охотиться с собаками? Может, сборщики трюфелей, я не знаю. А чьи-то руки там лежат на кресле? Максим Поташов. Максим Поташов, видимо, в курсе. Господин Антохин, название французский, я же вам сказал, записать. Какое-то французское слово от вас требовалось, связанное с охотой. Вообще, с собаками ходят или охотники, или с французское слово. Браконьеры. О, оно. Раньше тех, кто охотился с легавыми собаками, называли браконьерами, ведь группа пород этих собак – браки, а со временем браконьеров стали называть тех, кто охотится незаконно. К сожалению, сегодня вы проиграли 4-3 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Сергей Шеменев из Пензы. Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков во второй половине сезона, ждем ваших вопросов по электронной почте, адрес вопрос@tvigra.ru, по почте на Королева 12. И не забывайте о самом удобном способе: заполните специальную форму на нашем сайте tvigra.ru. Господин Гияз, вы знаете, 19 июня знатоки еще никогда не обыгрывали телезрителей. Скажите, этот факт добавляет вам оптимизм? Ну, во-первых, да. Во-вторых, я считаю, что это надо сделать нашей хорошей традицией. Так вы же сами, вы определитесь, вы же то финал хотите, то... Нет, сегодня у вас такой внутреннего перекоса, нет Химки? Нет. Против вас играет журналист Ирина Гуляева. Господин Гиязов, помните, вот Ира из Хима как раз... Конечно. Вы пару игр назад признавали ее вопрос лучшим. Алексей, поможете мне? Внимание, Казимир Малевич и черный... Помогайте. Ящик, треугольник, что за квадрат? И черный ящик. Господин Авдеенко, Малевич будет позже. Искусствовед Жиль Нере, рассуждая о новом русском искусстве начала XX века, в частности о серии гуашей Казимира Малевича, упоминает две картины художника и пишет: обе работы по-своему изображают танцы. Один настолько же дикий, насколько другой размеренный. На первой картине пара танцует польку,
а на второй тоже 2 героя. Но у них нет обуви. Зато есть то, что сейчас находится в черном ящике. Внимание, вопрос. Чем заняты те герои и что в черном ящике? Ложки что-то. Они не могут играть. Почему без обуви не Размеренно. И танец. То есть они- Что без обуви можно делать? Ольга, они вот так А если вот давит другой размеренный? Пилят, может быть, но обувь непонятно. пила это неплохо, наверное. Нет. Почему без обуви? Почему без обуви? Если там этот Христиане, метроном или эти часы для размеренной. Человека вот как-то вот так должно быть что-то, да. И, Ну, пила с размеренностью хорошо, наверное. А если это медведь мужик? Может быть, они виноград Медведь мужик давят. вот этот. Виноград давят без обуви. Обе по-своему дикие. Непонятно, что в руках. Чем они заняты? У них Давят есть виноград. вместо обуви, нет обуви, есть содержимое Похоже на ящика. Малевича. Виноград — это что-то похожее, итальянское, испанское. Если в карте играют. Чем еще можно непонятно? заниматься без обуви, вот кроме как рыбачить и виноград? Вот какой-то Размеренный. Что думаешь? Почему молчим? Дела? или минута. Господин ведущий, нам бы хотелось услышать, какие мысли есть у зала. Поскольку у нас есть такая возможность, просим зал нам Вы хотите взять помощь клуба? Уважаемые Да, знатоки и клуба. гости нашего клуба, прошу, у вас есть 20 секунд. Про Россию любил. Это хорошо. С танцем лучше связано давление виноград. Здесь виноград. Прошу. Господин Кто ведущий, отвечает? Кристина Залюскайте даст ответ на этот вопрос. Прошу. Кто вам помог, Кристина? Весь зал, мне кажется, хором Да? помог. И что сказал зал? Так кричали, я не слышал. Прошу. Зал сказал, что без обуви они давят виноград. Давит виноград. А в черном ящике что? Что в черном ящике? Виноград. Нет, подождите. У них нет обуви. То есть, Да. что вместо обуви-то? В черном ящике то, что вместо обуви. У них нет обуви, но зато есть то, что находится в черном ящике. Теперь, внимание, правильный ответ. По-своему танец, то есть не факт, что это танец, и что-то размеренное. То, что делают герои второй картины, искусствоведу напомнило танец. Размеренный. Откроем черный ящик. Там щетка герои картины Казимира Малевича. Посмотрите на экран. Полотеры. 5-3 в пользу телезрителей. $100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Ирина Гуляева из Хима. Правда есть, но... 9-й раунд. Господин Авдеенко, ну что, решающий момент игры наступил, и все экспериментальные серии, все ждут финала от вас. Мне кажется, вы поторопились с помощью. Молчали же знатоки. Может быть, еще бы вам Я пригодилось. просто по своему опыту знаю. Стоишь, мысль есть, но нет уверенности, чтобы кричать помощь. Но эта мысль может быть правильной. Упорова. Все, берем. Против вас играет заведующая лабораторией Вероника Холманских, село Упорово, Тюменская область. Госпожа Любинская, это еще совершенно новое у нас дело. Вам можно позавидовать. У вас есть цель.
годами копить сокровища и вдруг открыть сундуки перед изумленными современниками и потомками. Эти сокровища сейчас находятся у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Кто и кому почти 200 лет тому назад сказал эти слова? И что у нас за кулисами? Словарь Даля, может быть, что он Про слова словарь собирал. Даля. Ребят, а если это про вино? Ну, Пушкин, например, Пушкин Далю. Они дружили, потому что... Пушкин Далю Кто нормально. кому 200 лет назад? Да. Давайте Пушкин еще Далю. что-то. Какие-то сказки, басни нет? Нет, басни были и до Крылова, понимаешь, что-то новое должно быть. годами собирал словарь. 200 лет назад хорошо, может еще Даль, кто-то быть. Даль, словарь, да, точно Пушкин. Гоголь. Да, они общались. Какие-то пословицы, что еще? Новое дело, годами накопленные сокровища. Что могли собирать? Что за кулисы? Да. Словарь Даля. И что-то должно быть новое, что появилось новое или С появлялось. Гоголем, например, тоже 200 лет назад. Это Пушкин, Далю, Почти 200 да? лет назад. Да, да. Окей. А еще будем что-то? Давайте попробуем. Картины какие-то. Если Картины не физическое новые, что-то, понимаешь? Попадать А сходится. если не Третьяков? Собирать вот типа марок, вот что-то, кто-то что-то Марки коллекционирует. Марки позже Марки появились. позже, половина это правда, да. Все хорошо. Прошу. Господин ведущий отвечает Дмитрий Филиппов. Дмитрий, прошу вас. Мы надеемся, что за кулисами словарь Даля, и эти слова Пушкин Далю сказал. Так, гений русской словесности Александр Сергеевич Пушкин в беседе с Далем сказал о толковом словаре, над которым Владимир Иванович тогда уже работал. 5-4. Дмитрий Филиппов. И строки, между прочим, Дарьи Любинской. Вновь помог знатокам. 10-й раунд. Господин Авдеенко, мне кажется, что лично для вас победа в этой игре важнее, чем для остальных. Знаете почему? Потому что победа, конечно, важна для всей вашей тройки и для тройки Дарьи Любинской, но победа вас выведет в финал мини-сериала. Вы меня сейчас хотите грузом ответственности Да. Спасибо. Я хочу вас запугать немножко. А вот если вы проиграете, у вас опыта вашего лидерско-капитанского уже не будет какое-то время. А вам это так нравится. Итак, Новосибирск. И против вас играет Петр Савельев из Новосибирска. Посмотрите на экран. Перед вами фотография, сделанная в 1904 году на прииске в Иркутской губернии. Видите, электровозы в тех местах уже были, но от паровозов еще не отказались. Внимание, вопрос. С какой целью на паровозе установили трубу такой необычной формы? То есть, чтобы она... Чтобы въезжал. Да, и у него еще такой нос. Понимаешь? смотри. Хорошо, а еще что-то? А если что там горячий воздух? Просто прииск это же внутри что-то такое. Чтобы не коптил провода сверху, нет? Контакт не коптил. Да, потому что прямо над ним, прямо над ним этот Не провод. нагревал, не нагревал. Нет, не нагревал, а именно чтобы копать, чтобы там был понятно, что контакт. контакт, с что крабом. контакт. Давайте, что еще? Нам их зачем-то показали, да? Сторон, не наверх. С колеей что-то может быть? В направлениях разных ездили, может быть? Нам еще сказали Иркутская губерния. Иркутская губерния, прииск, все хорошо. Нет, С безопасностью с какой-то. Территориально, что может быть место ваше, 1904 год. что добывали. Территориально важно, что он прямо, контактный провод прямо над трубой. Ну да. Да? С какой-то особенной целью, может быть, целью трубу не использовали сам этот паровоз, поэтому и труба для страны. Хорошо. Дмитрий, вы прям... у вас Отвечает Дмитрий театральные паузы. Прошу. Нам показалось, что труба такой необычной формы нужна для того, чтобы не коптить контактные провода, от которых питаются электровозы. Теперь, внимание, правильный ответ. Благодаря необычной конструкции трубы
пар и дым от паровоза отводились в стороны и не портили электрические провода. 5-5. Дмитрий Филиппов. Господин Тимонов, вот теперь вам будет сложнее. Смотрите, Дмитрий Филиппов при счете 3-5 было, да? 4-5 Дмитрий Филиппов, 5-5 Дмитрий Филиппов. Но все, конечно, будет зависеть от того... 6-5. Боюсь сгладить, поэтому ничего не говорю. 11-й раунд. Самое интересное будет, если сейчас будет блиц, и Андрей Островский и Дмитрий Филиппов покинут опора сегодняшней игры. Ну что, будет хитрить волчок или... Не будет. Блиц. Ну, давайте. 3 вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Уважаемые телезрители, напоминаю, в экспериментальной серии Блиц играет только главная тройка. Приглашенная может передохнуть. Госпожа Любинская, забирайте свою тройку. Они уже много нервов сегодня попортили команде телезрителей. Итак, 3 вопроса для главной тройки знатоков. Чтобы заработать очко, нужно ответить на 3 вопроса подряд. Господин ведущий. Извините, да, господин Козлов. Просто Дмитрий еще только учится. Минута, я помню. Помните Спасибо. про минуту. Помню. Все. Спасибо. Внимание, вопрос первый. Господин Авдеенко, скажите, вы собрали свою тройку потому, что у вас много общего, или потому, что вы разные и дополняете друг друга? Совпало по 2 пунктам. Много общего и разное. Ольга Богданова из Владивостока просит вас закончить афоризм Бориса Крутиера. Ничто так не разделяет людей, как вкус, и не объединяет, как... Безвкусица, да. Ну да. Ничто так не объединяет, как вкус, и не наоборот. Ничто не так... разъединяет, как вкус, и не объединяет, как... Безвкусица. Да, вот это вот Когда серая нет вкуса масса. у 2 людей, им нравится Хорошо. некрасивая картина. Красиво. Спасибо, господин Грось. Итак. Отвечает Кристина Залюскайте. Кристина, ничто так не разделяет людей, как вкус, и не объединяет, как... Отсутствие вкуса. Безвкусица. Господин Авдеенко, по-моему, вы не записали вопрос. По-моему, вы на другой вопрос отвечали, да? Что не объединяет, как вкус, вы отвечали. Ничто так не разъединяет, как вкус. Вкусы у всех разные. Да. А если вкуса нет, безвкусица, и вот... А шутка в чем? Это же все-таки шутка. Шутка как раз в том, что безвкусица объединяет. У человека нету своего собственного вкуса, он ведет на поводу у моды и носит то же самое. Господа магистры, а у вас есть версия «Ничто не разделяет людей как вкус и не объединяет как...» Вкусная еда. Как аппетит. Как аппетит, господин Авдеенко. 6-5 в пользу телезрителей. Еще становится 6-5 в пользу телезрителей. Тройка Дмитрия Авдеенко, к сожалению, не смогла обыграть телезрителей, несмотря на помощь Дарьи Любинской. Вот имена телезрителей-победителей. По 100 тысяч рублей получит сегодня Галина Земницкая из Витебска, вопрос об абажуре. Денис Мухамедов из Всеволожска, вопрос о метрополитене. Василий Ворухов из Санкт-Петербурга, вопрос в 13-м секторе. Сергей Шеменев из Пензы, вопрос о браконьерах. Ирина Гуляева из Хибок, вопрос о полотерах. И Ольга Богданова из Владивостока, вопрос об аппетите.
Господин Тимонов, кто же получит сегодня хрустальный атом? Почти перевернул игру, почти получилось. Дмитрий Филиппов. Дмитрий Филиппов, поздравляю! Хрустальный атом ваш. Господин Гиязов, кому достанется приз за лучший вопрос? Вы знаете, мне кажется, дополнительные 200 тысяч рублей заслуживает вопрос, который, с одной стороны, красивый, с другой стороны, является хорошим советом для знатоков, где и как искать истину. Это вопрос из 13-го сектора от Василия Варукова о Конфуции. Что в поражениях надо винить себя. Господин Авдеенко, на этом ваш мини-сериал, к сожалению, заканчивается. Госпожа Любинская, я хочу вас лично поблагодарить за помощь вашей тройке на сегодняшней игре. Это было здорово. И спасибо всем за игру.